Доброе утро, Земля. Вы не представляете, в каком я сейчас шикарнейшем месте нахожусь. Я нахожусь сейчас в огромном доме под землей, в диком-диком месте, где совершенно нет людей. Нет связи, нет интернета. Вчера мне не хотелось снимать, поэтому начинаю с утра. Я уже провела здесь ночь. И у меня впереди еще сутки полного одиночества в этом доме под землей. Не считая кота. Единственное, что здесь мешает спать, вернее, кто? Это комары. Это просто невыносимые какие-то жужжалки. Они мне все утро не давали спокойно, нормально выспаться. Сюда только выходишь, и тут прям много-много комаров. И тут такое окошко классное. Свет в коридор. Ой, какая на улице жара-то. А в доме сидишь, там прям вот прохладненько, комфортно. В этом доме под землей даже есть свет на аккумуляторах. Вот такие аккумуляторы. И это вот запасной целый, а этот уже начатый. И за счет этого в доме везде можно включить свет. Тут прям как на даче. Все есть. И прям реально условия такие, как на самой крутой даче. Потому что даже не все дачники могут позволить себе такие апартаменты и такой шик, как здесь. Хотя это да, очень дикие места, и этот дом реально полностью под землей. На самом деле у меня море эмоций. Я просто не настолько эмоциональна, чтобы свои эмоции, в таком каком-то вау-эффекте показывать. Тем более, что основные эмоции у меня были вчера, когда я не снимала. Но думаю, кто смотрит или смотрел когда-либо канал лесного строителя, они догадались, что я сейчас нахожусь в его крутом, огромном доме под землей. А вот здесь расположены магнитики, которые ему присылали подписчики с разных городов и даже стран. Для завтрака у меня будет всего лишь йогурт, так как это уже второй мой завтрак. Потому что я сегодня из-за комаров проснулась рано утром. Встала, умылась, позавтракала, побродила немножко, сходила до реки, принесла воды. И
снова завалилась спать. Вот. И поэтому у меня уже второе утро, можно сказать, почти обед. Но есть я не хочу. Поэтому я попью водички сначала. А потом выпью просто йогурт. И займусь какими-то полезными делами. Для начала хочу показать вам обзор этого дома. Прям полный постараюсь сделать. Потому что тут каждая деталь интересна. Столько мелочей, все продумано. Я вообще, честно говоря, первый раз в жизни в таком шикарном, крутом доме. Начнем с кухонной зоны. Тут такой шикарнейший стол. Кстати, Алексей сказал, что я могу убрать клеенку и сидеть вот за таким шикарным столом. Может быть, я это даже сделаю, потому что клеенку не мешало бы помыть. Вот, это местный чайничек. Здесь есть даже вот такой фонарик. Может быть, вечером я его включу туда. Ну, свечку надо вставлять. Тут это, видимо, подарок тоже подписчиков. И вот здесь подарки подписчиков, как я понимаю. И вот этот сам медведь, это тоже подарок подписчика. Ну, здесь магнитики, я уже сказала. Могу чуть ближе поснимать. Может, потом на стоп-кадре остановите и найдете свой город. Вдруг он здесь есть. Интересно, что столько людей отзывчивых отправляла столько всяких магнитов и подарков. Потому что здесь даже вот есть, например, доска Амстердам написано. Возможно, она прям оттуда, но это не точно. Вот здесь такая лавка. Здесь такой табурет из такого полена сделан. Очень интересный. Здесь еще одна лавка. Здесь умывальная зона. Ну и там зона готовки, наверное. Рога. У меня, кстати, тоже дома есть рога, которые я из Северобайкальской тайги привезла. Вот. Это, по-моему, тоже подарок. Насколько? Ну, если я не ошибаюсь. Я специально поставила камеру на таком расстоянии, чтобы было видно, ну, хоть немножко камера передала объем кухни. И тут просто лампочку поворачиваешь, и да будет свет. Причем тут так везде, тут много ламп везде, и просто нужно их повернуть. Ну, сначала провода подсоединить к аккумулятору, а потом поворачивать и выворачивать лампы. Главное не забывать их включать, выключать, чтобы поменьше разряжать аккумулятор. Поэтому одну лампу выкрутим. Пока я здесь, в этой зоне. Вот тут такой умывальник, прям как у меня на даче был когда-то. Сейчас у меня дача есть, но у меня была дача. Сюда наливается вода, только у меня он был с кнопочкой, чтобы воду нагревать. Тут такой крантик. Я уже залила сюда воды, я же утром сходила за водой. Вот, раковину надо помыть, просто вчера я еще ничего не делала, когда пришла. Я была уставшая, ну, в общем, неважно. Вот, сегодня надо навести уборку, помыть раковину, везде прибраться. Ну, такая кухонная зона интересная. Тут доски, тут вот такая картинка. Это, наверное, типа подставка горячая, что ли. Тут это вместо зеркала, но на самом деле мне только вот так можно смотреться. Это для высоких людей. Так, из кухонной зоны идем дальше. Там спальня и даже душ. Здесь тоже лампочка. Оп, будет свет. Ну и здесь вот такой вот душик. Такой здесь поддон. Обито все вагонкой. Вот это типа душевая, кранчик с водой. Вот сюда вот можно вставать и мыться прям в поддон. Самое интересное, что вода уходит куда-то там под землю. То есть тут даже канализация типа сделана. Не надо выносить. Вот здесь еще одна канистра с водой. Здесь канистра. Ведра. Здесь сидеть можно. Вешалки вот такие, кстати, по всему дому сделаны. В виде деревянных рогов. Такой вот
душик. Скромненький, но очень миленький. Я, конечно, попыталась шторку тут как-то убрать, чтобы хоть немножко было понятно по сравнению со мной, но я думаю, ничего не понятно. Камеру тут в таком маленьком помещении, конечно, нормально не установишь. Вот, я думаю, так понятно, что душ прекрасен. Ну и из душевой зоны мы идем в спальную зону. Это отдельная маленькая комнатка. Кстати, обратите внимание, какое здесь огромное окно. И сколько света оно дает. Достаточно хорошо освещает большую часть дома. И спальную зону тоже. Ну и вот она, сама спальная зона, спальня, так сказать. Здесь рассчитано на 2 человека, чтобы можно было спать свободно, прям развалившись. Но если вдруг будут гости, не знаю, бывают ли тут гости по столько человек, то, думаю, такими бревнышками можно 4 здесь уместиться, если особенно люди довольно стройные. Вот, сейчас я эту спаленку более подробно сниму, потому что вот так вот с камеры очень сложно передать и объем, и все детали показать. Здесь тоже включается свет прямо вот здесь над спальней, и вот здесь над спальным местом включается свет. В общем, шикарно. Такой шикарный дом. И я вообще до сих пор не могу поверить, что я здесь уже провела ночь, и что я вообще нахожусь сейчас здесь под землей. Оп! Мне вообще эта система нравится так. Здесь столько много ламп, штук 5 или 6 по всему дому размещено. Очень здорово. Все продумано, очень продумано. Помимо той лампы, которая есть над спальной зоной, вот здесь еще лампа. Опа! И получается, что и тут светло, часть коридора как бы освещает, да? И вот здесь светло освещает спальную зону. Хочу тут по мелочи все показать. Ну, тут стена, тут всякие пакеты с едой, тут, кстати, градусник. Вот столько сейчас в доме градусов, чуть больше 20, вполне комфортная температура. Тут я шикарно вообще спала на 2 пледиках, 2 карематах. Тут даже подушечки вот есть такие. Тут полка. Что самое удобное, где спишь, полочка есть. И вот здесь полка с книгами. Можно перед сном что-то почитать, посмотреть. Это уже мой фонарик дополнительно. Вот такие вот вешалки здесь. Вот тут даже моя одежда висит. Ну и сама спальная зона. Тут я шикарно спала. Тут мои вещички, котик сидит. Ну и тут лампа. Ага. И вон там лампа, это коридор, который ведет к выходу. Ну что, идем дальше. Такая тут картина на стене красивая висит. Тоже, скорее всего, подарок. А эта стена, это отгораживает спальную зону. Здесь стоит печь. Получается, у кухни и у выхода. В самом, как мне кажется, нужном месте она стоит. Вот, тут тоже все аккуратно и продуманно сделано. Очень красиво. Это вчера уже я дровишек маленько, ну, в смысле хвороста принесла, чтобы печку топить. Почти не топила, совсем чуть-чуть, чтобы было немножко теплее и комфортнее спать. Здесь вот еще такие дрова. Дров тут вообще много вокруг. Это вот аккумуляторы, которые я показывала. Даже есть огнетушитель на всякий случай. И стены вот такими досками сделаны. Это сам выход. Здесь вот такие вешалки. Тут у меня еда висит. Это мои гамаши. Здесь стоит обувь моя. А это просто шлепки. Ну, даже совок есть. Ковер даже есть. Ну и сам выход. Выход я уже снимала, но сниму еще раз. Тут, правда, комаров просто тьма.
Тут вот сеточка так продумана, чтобы комары не летели, когда дверь открыта. Ну и вот такой вот выход из-под земли. Такие шикарные, хорошие прям лестницы. И сам выход. И такая вот дверь. Здесь вот можно окно закрыть. И дверь это тоже закрывается. Таким образом. Оп. И почти ничего не видно. Сам дом вообще не видно. Только вот эта вот дверь. Тут окошко закрывается. Я не буду сейчас закрывать. И остается только вот это вот. Еле заметная. А так дом очень сложно обнаружить, потому что он полностью находится под землей. Уборку начну с ванной комнаты. С душевой, вернее. Почти баня. Идеально, конечно, я не уберусь в этом доме, это же не квартира. Ну, хоть как-то. Вот, почти идеальная. Ну вот, в ванной комнате теперь чисто. Или в душевой, как правильно говорить. Можно утром принять душ. А днем я хочу сходить на реку, искупаться. На улице жара стоит. Сейчас уберусь и пойду купаться.
Это все не мусор, это все кора с этих дров. Лучше ее собрать, чтобы она не разносилась по дому. Тряпочка эта свежая, чистая, принесенная мной, а не той, что я мыла раковину и ванну. Специально для стола ее здесь и оставлю. Такой красивый стол прячется под клеенкой. Просто офигенный. Пусть посушится.
сильно много дров не надо, так маленько подпилила. Вечером-то я буду, наверное, печку топить. Тут дров полно и вокруг очень много. Так что здесь не надо специально много дров заготавливать. Пойду схожу на речку. Речка тут не сильно близко. Надо пройтись через лес. Схожу за водой и искупаюсь. Вот и река. Какая красота. Следы крупных, может даже кабанов. Такие крупные довольно. Бедная моя нога. Я до этого ее всю исцарапала. И сейчас опять пока шла, ветка торчала, как царапнула хорошо так. Тут, конечно, очень красиво. И тут песок. Как кусочек пляжа такого. Босиком можно ходить и не бояться. Все видно, дно видно. Дно тоже все песок. Сейчас сначала наберу воды, а потом я взбаламучу уже. Потом помоюсь. Покупаюсь. О, водичка, огонь! Ой, это хорошо. И комары не кусают. Сижу, балдею. Греюсь на солнышке. С такими шикарными видами. Нога моя, конечно, пострадала. Тут же вот следы копытных. Какой кайф. Лежу, балдею. Загораю. На солнышке греюсь. Может, потом еще искупаюсь. Так хорошо. Из воды сначала вылазишь, холодно, меня трясет. Я на самом деле очень мерзлявая, хоть и везде купаюсь. А солнышко так сегодня греет, так хорошо пригревает. Балдеж. Сразу расслабляешься, согреваешься и думаешь, ну, наверное, еще пойду купаться. После солнца вода кажется ледяной. А тут так тихо, что эхо так отдает.
Кстати, забыла сказать про самое главное. Тут же баня есть вот такая шикарная. На ней такой череп какого-то копытного. И ручка такая, кость. Обалдеть. Такая тут банька. Тут так завешено, даже пахнет баней. Тут печка. Вагонкой все обложено, все стены. Ну, тут еще маленько в процессе, не доделано. Вот так банька классная. Даже пахнет банькой. Покупаться сейчас тут не покупаешься пока. А так просто показала. Ну и пока меня ковры не сожрали заживо, просто невозможно вообще даже 5 секунд находиться на месте. Фу, невозможно. Очень много комаров. Просто жуть. Наконец-то я от них спаслась. Как хорошо, а? Ой. Ну, ужин у меня, как всегда, простое блюдо, которое стало моим, наверное, любимым в походе. Это картошка с луком, с бульоном, сметаны туда добавлю. И салатик из огурца, помидора, лука и сметаны тоже. Простое, легкое, полезное блюдо. Кому не нравится, приготовьте себе что-нибудь другое. А я буду себе готовить именно это. Я что-то так проголодалась. Я же сегодня без обеда с двумя завтраками. На второй завтрак у меня был только йогурт. Прям уже очень хочется есть. Наконец-то сварилась картошечка. Все это похоже на какой-то фантастический сон. Я до сих пор не верю, что это все правда. Я сегодня так долго купалась. Несколько раз, раза 3 точно, заходила, ныряла, плавала, загорала. Искупаюсь, загораю, искупаюсь, загораю. Такой балдеж. И, кстати, когда мокрый из воды выходишь, комары вообще не пристают. Единственное, что там вот эти вот слепни или оводы были, которые немножко приставали. Но они тоже не нужные, немного их там. Так что нормально было. Я такая довольная, как слон. Записей тут очень мало, потому что про этот дом знает очень мало людей. Если я правильно посчитала, всего 7 записей, моя будет 8-я.
Становится так хорошо, так прекрасно. Начинается вечерование, когда все дела сделаны, Алина накупана, намыта, назагарана. Так можно говорить? В общем, все дела переделала, убралась, все помыла. Какая молодец. Теперь можно балдеть. И сейчас еще становится тепло. Печка начала работать. Отдает потихоньку свое тепло и согревает дом. Дом нагревается достаточно быстро, потому что он хорошо герметизирован. А я сейчас попью чаек. Просто побалдею. Чаек с овсяными печеньками. Я когда сажусь на эту лавочку, я себя чувствую гномиком. За таким огромным толстым столом. И, в общем, я за ним, мне кажется, теряюсь. Я помню, когда здесь сидел Алексей, он был гораздо выше. А я тут, меня вообще видно, надеюсь. Ну, комары больше не летали. Было бы вообще жизнь медом бы казалось. А так они напоминают, что я все-таки в диком лесу нахожусь. Ням-ням-ням. Вот и прошел второй день в этой прекрасной избе, в этом прекрасном доме под землей. Наступил второй вечер. Я ложусь спать. День был прекрасный. Я убиралась, купалась, загорала. В общем, все, что я люблю, делала. До сих пор не верю, что я здесь нахожусь. Потом наверняка я буду еще не раз дома вспоминать про эти дни, вообще про это путешествие, потому что я же много уже в этом путешествии посетила локаций, а эта локация одна из последних и, как мне кажется, одна из самых замечательных. Все локации были прекрасны, но это мне больше всего понравилось. Потому что прям реально такой огромный дом под землей. Это ж надо так построить, это сколько сил надо. Только яму выкопать такую огромную, чтобы такой глубины, чтобы дом весь поместился под землей. И чтобы не надо было вот так согнутым ходить. И все. Всем спокойной ночи до утра. Там мышь где-то бегает. Она то за окном, то как-то сюда уже пролазит. Пролезла, пробежалась тут по полу. Прям как конь. Тыгыдык. Чувствую, ночь будет веселая. Прошлой ночью мыши я не слышала. А тут она, видимо, просекла, что люди есть. Вот. Такие дела. Все, всем спокойной ночи, до утра. Будем баиньки. Надеюсь, меня ночью не сожрут комары и мыши.
Кстати, пока я тут лежала, разглядывала потолок, заметила, что тут вот как будто бы жердинки не хватает. И если я не забуду, я попробую ее сюда подобрать. Доброе утро, земля. Время 7 утра, хочется еще так поваляться, но комары не дают спать. Буду вставать. Ну, в принципе, ночь хорошо прошла. В 4 утра я только посыпалась, опять же, из-за комаров. Вот пришлось мне набрызгать брызгалкой, сначала нечем дышать было. Я не переношу эту химозу. Я так столбы побрызгала тут, чтобы, ну, они не летели. Вот, на столбы в основном побрызгала с 4 сторон. Сначала воняло, а потом нормально, вроде перестали летать, я уснула. И вот сейчас 7 утра, они опять летают, мешают. То есть надолго брызгалки не хватает. А так, в принципе, хорошо. Ну и мышь еще бегала, но она сильно не мешала. Вот. Спалось вообще тепло, я вот полностью голышом спала. И до сих пор мне нормально. Даже не пододелась ночью. Встаем, начинаем. Рано встает, тому хорошо. Тому хорошо. Тут много успевает сделать. Да, котяра? Встаем. Начинаю день с теплой воды. А потом можно поставить варить яйца. Сварим 4 яичка, 2 в дорогу возьму. Сегодня ухожу. И 2 съем на завтрак. Сделаю салатик. Пока варятся яйца, надо тут фэншуй навести. Дальше за собой подбила. Обычно все с яйцом делают стандартно с помидором или там с морковкой. А у меня вот так: огурец, помидор, лук, яйцо, сметана.
Алина, которая дует на яйца. Ой, смешно. Я справилась с этой задачей. Тут у меня чуть-чуть сметаны осталось, как раз ее надо доедать. В общем-то, это мой завтрак. Довольно, я считаю, сытный, потому что 2 яйца, и полезный, потому что еще есть овощи помимо яиц, потому что сметана вместо майонеза. И потом я еще попью цикорий или чай, что-нибудь с овсяными печеньками. Целиком она, конечно, туда не войдет, фиг запихаешь, потому что там упирается в следующую жерть, которая туда идет. Здесь балка. Ну и я ее немножко длиннее сделала, надо подпилить. Ходила, я распилила, не стала снимать, потому что с этими комарами очень сложно камеру туда-сюда вытаскивать. Опачки. Получилось. Только она хуже, конечно, но тут сложно прям подобрать. Оп. Настроила Алина, строитель, блин. Ну все, теперь я чувствую себя сопричастной к этому строительству. Все, я собираюсь уходить в обратный путь. Дом остается чистым и аккуратным, даже чище, чем до того, как я пришла. Дрова на месте, все на месте, аккумуляторы на месте. Все хорошо. Вроде ничего своего не оставила. Тут порядок. Все на своих местах. Здесь тоже. Ой, как неохота к этим комарам.
Ну все, вот и пролетели незаметно 2 суток здесь. Сегодня 3-й день. И я ухожу, пожираемая комарами. Всем, кому нравятся мои фильмы, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до встречи на моих платформах.